Итак, друзья, следующий слайд. Здесь мы будем подводить итоги того, что произошло за год с недвижимостью на примере класса социальное жилье города Николаева. Период исследования февраль 2025 год 498 долларов и февраль 2026 год 479 долларов за квадратный метр. Что показало, друзья, снижение минус 3,82%, можно округлить до 4% в годовом измерении. Всего лишь так немного при фронтовой области подешевела недвижимость, друзья. Мне там многие пишут: Андрей, да вы что, там недвижимость, она там где-то у кого-то на 50% подешевела, да, у кого-то выросла на 70%. Ну, в отличие от людей, которые там лишь бы поговорить, я использую в своих исследованиях научную методологию, демонстрирую вам метод статистического анализа, исключительно все на цифрах. Вы можете сами это пересчитать, да, если вы хотите. Ну, как считается, да, кстати, давайте покажу. Также мы готовим индексы рынка недвижимости. Я это подвожу к тому, что сейчас покажу, как можно посчитать недвижимость благодаря вот этим графикам, которые я вам предоставляю. Ну, это для тех, кто не понимает. Итак, мы на протяжении многих лет, я и компания Alim Consulting, готовим индекс рынка недвижимости для крупных украинских системных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот на примере давайте индекс покажу вам рынка недвижимости, класс социальное жилье. Вот здесь внизу. Он отрицательный 0,962. Как он считается? Очень просто, если у вас есть статистические данные. 479 показываю. Делим на 498. Получаем снижение в процентном соотношении на 3,82%. Или же индекс 0, это отрицательный индекс 962. То есть, ну, можете перепроверить, пересчитать. Друзья, я также знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени и по крупицам собирает информацию о том, как меняется стоимость недвижимости во времени. А вот я, один из немногих в Украине, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, и на примере данного класса жилья просто показываю вам, да. Поэтому для того, чтобы меня найти, вам просто надо посмотреть описание YouTube канала, где вы найдете мой телефон, Viber, это Киев-Старовский, и есть кипрский телефон. Ну, скорее всего, я сейчас обращаюсь к людям, которые работают в финансовых учреждениях, естественно, Украины. Напишите, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал исследования с графиками, с рисунками, с ценовыми зонами, и это даст вам возможность видеть, я еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду готовить для вас отчеты, где вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости во времени, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть это ну, очень сильно облегчит ваш сложный бизнес и позволит мне дальше, так сказать, заниматься наукой и развиваться как и мне, так и компания Alim Consulting. Друзья, это была реклама, без нее нельзя. Итак, переходим. Запомнили, что минус 3,82% на 4% за год подешевела недвижимость в городе Николаев. Итак, последний слайд, где мы подведем итоги. И что, друзья, мы с вами сейчас поговорим. В целом, давайте карту рассматривать уже не будем. Почему? Потому что я прочитал, что произошло в городе Николаеве, что произошло в городе Одесса за 1 месяц. Вы можете без меня прочитать. А вот уделим внимание вот этой информации, которая внизу у нас на таблице, да. Период сравнения ровно год. Город Одесса. На примере класс социальное жилье. 734 доллара за квадратный метр. И, друзья, за год показала динамику роста с какого-то перепуга плюс 3,82%.
А вот город Николаев это 479 долларов за квадратный метр. Но здесь все понятно. Ух ты, смотрите, только сейчас заметил. Снижение на ту же цифру, минус 3,82%. Но в среднем по региону, видимо, это 600, как считается, среднее арифметическое число. Вы знаете, да, суммируется Одесса, вот здесь город Николаев и делится на 2. И получаем вот это среднее арифметическое число, это среднее рыночная стоимость квадратного метра по целому региону. Итак, 607 долларов за квадратный метр. Сравнивая с 2025 годом, а точнее с февралем 2025 года, видим, что недвижимость незначительно выросла на 0,66%, что, собственно, показало нам динамику роста. Плюс это у нас не в процентах, это уже индекс, что показало нам также положительную динамику и положительный индекс единичка, запятая 0,07, друзья. То есть, что остается динамика положительная в целом по региону, при этом мы видим, что Одесса на протяжении только 2 месяцев показала снижение, в целом годовом измерении здесь рост 4%, город Николаев показывает снижение 4% за период сравнения 12 месяцев. Теперь о прогнозах, друзья. Я практически не сомневаюсь, что мы увидим снижение в целом уже в первом квартале 2026 года, где-то, наверное, 0,5% в целом по региону. Почему? Потому что, ну, как город Николаев продолжал, так и будет продолжать показывать динамику снижения. Это снижение будет где-то 0,5%. А вот город Одесса, он тоже, это третий месяц уже будет, март, я в этом не сомневаюсь, уже прошло 11 дней, я так подсматривал статистику и вижу, что динамика, в общем-то, выборки отрицательная, то есть это снижение стоимости квадратного метра. Город Одесса покажет снижение где-то тоже на 0,5%, город Николаев тоже на 0,5%, но в целом мы увидим по региону снижение где-то 0,5% за вот этот март месяц, который сейчас по факту уже достиг, так сказать, уже середины месяца, да. Друзья, ну посмотрим, как на самом деле все это будет. Хочу единственное, что вам еще раз напомнить, что вот эти мы наблюдаем уже, как мне кажется, тенденции по возобновлению вот этих новых трендов. Тренд по снижению стоимости в городе Одесса, он уже на протяжении 2 месяцев, я думаю, что март это будет третий месяц, и на протяжении года, который у нас 2026, мы все-таки будем видеть снижение, реальное снижение недвижимости в городе Одесса. А Николаев, он, в общем-то, ведет себя адекватно, будет медленно, уверенно. Весь 2026 год показывает также снижение стоимости квадратного метра. Друзья, в общем-то, наверное, все. Да. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.